Привет всем! Сегодня у нас юбилейный 10-й выпуск, и мы с вами отправимся опять во Францию, чтобы познакомиться с одним таинственным замком, пропадающих во французских лесах и болотах. Жил-был в красивом особняке около леса писатель со своей женой, пока однажды жена не покинула его. От горя мужчина сошел с ума и умер в стенах своего дома, и потому вот уже 40 лет особняк стоит заброшен. Над ним висит слава дома с привидениями, и местные жители предпочитают обходить его стороной. Вот такая легенда существует об этом особняке, окутанном густой растительностью. И одно здесь несомненно точно – последний хозяин действительно был писателем. Правда, издал он всего лишь 4 книги, так и не ставшие популярными и хранившиеся здесь же, в подвалах этого замка, пока не пошли в ход для устраиваемых здесь бездомными костров, обогревающих их холодными зимними вечерами. Но это я уже немножко забегаю вперед. Влекомые славой замка сюда даже приезжали охотники за привидениями, желающие выйти на контакт с призраком писателя. Об их визите и странных явлениях, которые они обнаружили, даже писали в местных газетах. Группа охотников за привидениями посетила замок Экриван. Молодыми людьми были зарегистрированы странные звуки и необъяснимые явления, такие как непонятное свечение в одном из длинных коридоров и обрушение одной из стен, перед которым один из исследователей различимо услышал слово «убей». Никто из участников эксперимента не пострадал. Помимо этой статьи, местные форумы прямо-таки пестрят сообщениями, что заброшенный замок полон необъяснимых явлений. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться совсем по порядку, и сначала мы познакомимся с его историей. Замок-особняк Экриван был построен в начале XIX века на руинах своего предшественника, замка XII века, принадлежавшего местному сеньору. После того сеньора, благодаря его уже тогда изолированному от крупных городов положению, в замке основали один из главных лепрозориев в этой местности, куда со всей округи свозили больных. Лепра на то время являлась свирепствовавшей по средневековой Европе болезнью, и в одной только Франции на XIII век было выстроено более 2000 лепрозориев, в счет которых вошел и наш замок. Людей, затронутых болезнью, делали изгоями в обществе и вынуждали уходить в особые заведения, иногда совершая с ними странный обряд ритуальных похорон, при котором специально созданный совет из врачей и священников признавал человека мертвецом. Над ним совершалась символическая погребальная церемония, и беднягу изолировали, выдавая ему специальную серую одежду с капюшоном, полностью его скрывавшую, а также колокольчик или трещотку, чтобы громкий звук сразу предупреждал людей о приближении прокаженного. Но иногда применяли и совсем чудовищные меры в отношении этих несчастных, подхвативших недуг, происхождение которого никто на то время не знал. Больных закапывали заживо, сбрасывали со скал, сжигали. Так в 1321 году в одной французской провинции за один день сожгли 300 человек. Надо сказать, что лепрозории здорово поспособствовали профилактике распространения заболевания. Изъятые из общества и помещенные на карантин люди не заражали других, а к 15 веку количество больных снизилось настолько, что большую часть лепрозориев закрыли и переквалифицировали. К сожалению, мне не удалось узнать, что случилось с замком после лечебного заведения. Скорее всего, он снова перешел в руки местных господ, а в одной из войн был разрушен. Итак, в XIX веке некая дворянская семья Анувиль приобрела уже его руины и выстроила на них новый шикарный особняк. Про эту семью сейчас мало что помнят, но бессмертным напоминанием о них служит фамильная часовня-склеп неподалеку от особняка, где месье Анувиль, сын восстановившего замок владельца, оставил грустное романтическое послание для своей второй жены Анаис, приходившейся родной сестрой его первой жене Амели, умершей в возрасте 37 лет. Анаис, долгое время питавшая симпатию к супругу Амели, заняла ее место спустя 2 года после смерти последней. Месье Анувиль, которому на тот момент исполнилось чуть больше 40 лет, казалось бы, просто сошел с ума от любви. Он боготворил новую избранницу, вернувшую весну в его сердце. Но спустя несколько лет умирает и Анаис. Умирает в стенах замка, не оставляя в архивах никакой информации о причинах своей смерти. Отсюда рождается местная легенда о том, что, потеряв своего единственного ребенка от месье Анувиля в раннем возрасте, она не выдержала этого и покончила с собой. Оставленный второй раз в полном одиночестве, без наследников и с разбитым сердцем, месье Анувиль хоронит вторую жену в построенном им семейном склепе вместе с первой, где позже и он сам обретет свой покой. В память об Анаис Анувиль пишет на стенах склепа адресованное супруге трогательное послание. «Так продолжай же свою святую и благую миссию.
так скоро, увы, покинув землю, о моя любимая и дорогая Анаис, твой несчастный муж. После смерти Анувиля особняк перешел к новому владельцу, маркизу Бланши, известному тем, что он держал при себе какое-то невообразимое число слуг. После маркиза в замке сделали частную школу для девочек, а спустя несколько лет – обычную деревенскую школу для детей обоих полов. Какое-то время после войны замок оставался заброшенным, пока его не выкупил писатель Жером К., тот самый, который, по легенде, сошел с ума и умер в замке, оставив пугающую славу своему имению и предоставив его на несколько десятков лет власти разбушевавшейся здесь растительности. Мы еще вернемся к личности этого таинственного писателя, но сначала я предлагаю вам прогуляться вместе с нами по самому замку. Кто знает, вдруг и нам повезет столкнуться с чем-то необычным. Замок окружал разросшийся вокруг него лес и заполненный водой ров, превратившийся сейчас в болото. Говорят, что его глубина составляет 3 метра, но мы не проверяли, в отличие от юных вандалов-экспериментаторов, бросавших туда межкомнатные двери, стулья и другую мебель. Из леса к замку вело 2 мостика, с одной и другой стороны перекинутые над водой, и мы прошли по одному из них. Вокруг здания растительность тоже раскинулась довольно буйно. Кое-где во дворе валялась выкинутая из него мебель. Так много мух здесь вокруг, как будто где-нибудь кто-нибудь лежит. Не так давно. Мы заходим через подвал. Звуков в замке действительно было много. Началось все с жужжания мух, заполнивших первую комнату на входе в подвальные помещения. Пройдя вглубь подвалов чуть дальше, в сторону, где особняк примыкает к болоту, мы услышали целый лягушачий концерт, сопровождавший нас все время, пока мы исследовали эти подземные лабиринты. А лабиринты и правда были огромны. Мне даже вспомнилась очередная легенда об этом месте, в которой говорится, что лабиринты раскинулись под замком на несколько километров и даже могли вывести тебя куда-то далеко в лес. Но посещение этих длинных и узких коридоров подтвердило, что это всего лишь легенда. А может, мы просто были не особо удачливы в этот день и не нашли никакой потайной двери? Зато нашли комнату, про которую много слышали, где хранились книги и черновики жившего здесь писателя. Правда, от них мало что осталось, а то, что уцелело, разорванное лежало на полу. Наверное, бездомные разжигали ими огонь, чтобы согреться здесь от холода. А также, скорее всего, не прошли мимо и старого хозяйского вина, пустые бутылки от которого щедро устилали пол. Наконец-то, найдя лестницу, под кваканье лягушек мы поднялись на 1-й этаж. И сразу оказались в маленьком закутке кухни, мебель в которой была варварски переломана. Пройдя чуть дальше, увидели главный вход, своды потолка в котором поддерживали небольшие колонны. В данный момент все это выглядело не слишком надежным. Часть потолка уже обвалилась перед самым входом в гостиную, другая же часть красноречиво заявляла, что и она скоро последует тому же примеру. В гостиной все еще остались какая-то мебель, матрасы, диван и небольшие шкафы. Было похоже на то, что кто-то до сих пор периодически здесь ночует.
Всего на первом этаже было 3 больших зала, в каждом из которых стояли остатки мебели и чудесные уцелевшие камины. Растительность пробиралась через окна, ползла по стенам и полу. Из-за выбитых стекол ты чувствовал себя здесь будто бы посреди леса, слыша, как квакают в пруду лягушки и поют в лесу птицы. Удивительный замок, падающий в объятия окружающей его природы. Стены одной из комнат покрывали рисунки, а в центре стоял расправленный диван с лежащим на нем покрывалом. Да, пожалуй, действительно, кто-то до сих пор здесь спит. Только интересно, где он и что делает днем? В другой комнате, помимо старого кресла и изящного камина, мы нашли замаскированный под стать стен проход к шикарной лестнице, ведущей на верхние этажи. К сожалению, и здесь не обошлось без граффити и глупых надписей. Мы решили подняться сначала на самый верх, на 3-й этаж, и хоть выглядел он совсем ненадежным, мы рискнули по нему пройти. Некоторые комнаты уже частично повисли над пустотой следующего этажа. Заходить в них мы не стали. Не так давно в некоторых из них кто-то спал, пока пол не начал представлять опасность. Потолок в коридоре в нескольких местах обвалился, обнажив большой чердак под наклонной крышей. Из конца коридора, испугавшись нашего приближения, вылетела летучая мышка, настолько стремительно, что мы даже не успели ее заснять. Поэтому вам придется поверить нам на слово. С другой стороны этажа здание пронизывала красивая винтовая лестница. Комнаты рядом с ней практически полностью обвалились. Второй этаж также был не в лучшем состоянии. Особенно пол в том месте, где балкон примыкал к коридору. Сквозь выломанные окна и двери вода здесь беспрепятственно проникала в замок и растапливала его по чуть-чуть, словно лед. Комнаты на нем сохранились немного лучше, и мы осмотрели некоторые из них. Так же, как и на прочих этажах, на оставленных кое-где на полу грязных матрасах, все еще кто-то до недавнего времени спал. Я думаю, замок еще недолго простоит. Он в таком состоянии, что, наверное, максимум год-два. Все обваливается. Мы сейчас на 2-м этаже, но тут очень опасно. Во время своего визита мы не почувствовали и не увидели ничего необычного, хоть накануне начитались различных легенд и свидетельств о нем. Я вам скажу даже так, мне лично очень понравился этот замок, сливающийся с окружающей его природой и наполненный пением птиц и кваканьем лягушек, которые действовали на тебя просто умиротворяюще, и ты чувствовал спокойствие в этом месте. Как и вы, первое, что я услышала про этот замок, была легенда о писателе, который сошел с ума и умер в его стенах. Но я продолжила искать информацию и случайно наткнулась на форум, собравший у себя жителей всех ближайших деревень. Там они как раз обсуждали этот замок, ведь многие ребята были в нем в детстве.
и, как они говорят, столкнулись с чем-то необъяснимым. Сообщения на форуме начинались с 2006 года. Они появлялись нечасто, а порой даже спустя несколько месяцев. Пользователи, участвовавшие в разгадке истории писателя, оставляли многообещающие сообщения и потом пропадали, не написав больше ни строчки. Я сохраню хронологию их комментариев и предлагаю вместе со мной, кусочек за кусочком, как и они, начать узнавать историю этого таинственного владельца. Салли, март 2006. Привет! Хочу рассказать вам про заброшенный замок, который я посетила недавно. Говорят, что там водятся привидения, но когда я была там, то не почувствовала ничего особенного. Возможно, все дело в моем скептицизме, но тем не менее многие люди утверждают, что они что-то слышали или видели. На самом деле место подходящее, атмосфера внутри замка очень гнетущая. Если первый этаж достаточно спокойный и не особо страшный, то второй этаж меня впечатлил. А экскурсия в подвал далась мне особенно трудно. Он очень темный, узкий, и я признаю, что даже услышала что-то похожее на протяжный стон. Хотя я приписываю этот звук скорее сквознякам, чем предыдущему хозяину. Более того, бывшего владельца звали Жером К. Он был писателем, и в замке хранится множество его произведений. Кажется, я даже взяла с собой одну его книжку, но она мне показалась неинтересной. Говорят, он умер в замке, сумасшедший. Вуд, март 2006. Привет, Салли. Меня очень заинтересовала эта история. Мне хотелось бы больше узнать о писателе и обстоятельствах его смерти. Я даже попробовал искать в интернете, но ничего не нашел. Салли, март 2006. К сожалению, я мало что о нем знаю. Но явно, что он был неизвестным писателем, вспоминая его книгу, что мне попалась. Устрица, что-то там. Но я могу узнать больше, когда снова поеду в деревню к своему отцу в мае. Замок там рядом. А может быть и в книге есть немного его биографии. Сет, апрель 2006. О, очень интересно. Кажется, этот замок находится недалеко от меня, так что я, наверное, рискну и схожу туда. Отпишусь вам на следующей неделе. Вуд, удачи тебе. Сет, апрель 2006. Мы сделали это. Так, быстренько напишу. Было 11 часов вечера, когда мы пошли смотреть замок. Мы нашли его без проблем, большое здание на красивом лесном участке. Сразу за воротами в грязи лежала старая книга. Мы перебрались через них и посмотрели. «Голубая устрица», автор Жером К. Это был правильный дом. Особняк оказался очень сильно разграблен и завандален, но в нем все еще есть много копий его книг в разном состоянии. Я постарался забрать часть из них с собой, чтобы бездомные не разжигали из них огонь. Пусть они лучше будут у меня в библиотеке. Я отправил письмо в специальный библиотечный сервис Франции с просьбой предоставить мне какую-нибудь информацию о нашем авторе. И вот что они мне ответили. Загадочный персонаж этот Жером К. Согласно общей базе данных о литературных произведениях, его книга больше недоступна, поэтому вам повезло, что вы нашли редкий экземпляр. Однако мы обнаружили на сайте Национальной библиотеки Франции, что всего у этого автора было 4 произведения, одно из которых «Голубая устрица». Его библиография помогает нам узнать, что автор издавался во Франции в период с 1957 по 1974 годы. Причем обычно издатели предоставляют какую-нибудь информацию о своих авторах, но о Жероме К. нет ничего, даже даты его рождения. Сет, май 2006. Мы связались с мэрией. Там сказали, что не знают, что делать с этим домом, он полностью заброшен. Сет, май 2006. Последние новости. Мы нашли его след. И месье Жером К. жив и здоров. Неожиданный поворот. И сейчас мы пытаемся связаться с ним. Салли, май 2006. Ничего себе, меня так давно тут не было. Вот это поворот. Вы тоже удивлены? Наш писатель-то оказался жив. Вот так разрушаются легенды. Но давайте пойдем смотреть дальше. Дев, ноябрь 2007. Всем привет! Друзья принесли мне 2 книги из этого дома, и у меня появилась небольшая гипотеза относительно этого писателя. Может быть, он гвинеец? Тогда бы это объяснило то, что одна из книг написана на креольском. Вальт, декабрь 2008. Привет! Я недавно был в замке и сделал несколько снимков. И там случились странные вещи. Я был с моим другом в одной из комнат на 1-м этаже, вдруг сама по себе начала закрываться дверь. Хорошо, что мой друг стоял рядом и смог придержать ее, потому что на двери была сломана ручка. Если бы она захлопнулась, мы не смогли бы выйти. Это странно, потому что то же самое произошло с другим моим знакомым, когда он был там несколько месяцев назад, в той же комнате. Дверь стала закрываться, но он быстро среагировал. Во время нашего визита мы слышали голоса на 2-м этаже, как будто там кто-то был. И звук, словно кто-то ходит по разбитому стеклу. Мы испугались и ушли. А мой знакомый, который был там несколько месяцев до нас, сказал еще, что видел огромное количество мух в подвале, живых и мертвых. Он также сделал несколько фото замка снаружи и, придя к себе домой и рассматривая фото, вдруг обнаружил в одном из окон на 2-м этаже 2 мужских лица. Он обещал отправить мне это фото, так что как только я его получу, я добавлю его сюда. И тут на форуме
форуме появилось 2 сообщения от людей, которые были лично знакомы с писателем. Менс, июль 2009. Привет всем! Даже если тема уже не кажется такой активной, хочу вставить свою небольшую заметку об этом замке. Чуть более 10 лет назад я собирался провести все школьные каникулы в этом месте, потому что мой отец, по просьбе самого месье Жерома К., должен был делать там ремонт. Я не знаю, как они познакомились, мне тогда было лет 10, и я не интересовался. Я даже время от времени видел этого месье К. Мой отец тогда поручил мне покрасить одну из лестниц. Я даже знаю о секретном проходе, который якобы использовался во времена Второй мировой войны. Возможно, сейчас он уже открыт. У меня очень много хороших воспоминаний об этом особняке, и в начале июля я решил пойти посмотреть, что же с ним произошло, и какое разочарование я испытал, увидев, в каком состоянии его оставили. Мо, август 2009. Привет! Я решил написать вам, потому что вы говорите про Жерома К. Этого джентльмена, которому почти 75 лет, и он все еще жив. Я видел его в 2008 году на машине в городе, где я живу. Он не тот проклятый автор, который умер в своем замке-усадьбе, как многие думали. Я прекрасно понимаю, что, видя, в каком состоянии поместье находится сейчас, у людей возникают такие мысли. Я никогда не чувствовал ни в замке, ни во втором доме Жерома, расположенного прямо в старой мельнице, присутствия чего-то духа или ощущения невидимой силы. Я часто обедал у него на протяжении 5 лет, пока он жил в замке. Правда, с некоторыми опасениями, учитывая уже тогда антисанитарные условия этого места. А потом он покинул замок. И я не знаю, где он жил в период между 80-ми и концом 90-х, но после он внезапно снова объявился и рассказал, что теперь поселился на старой мельнице, где-то в 40 километрах от замка, и пригласил меня к себе в гости. Жилище, которое он организовал себе в полуразрушенной и полузаброшенной мельнице и поселился там со своей супругой и вторым сыном, было, наверное, раз в 10 хуже по состоянию, чем замок, к которому я уже привык. На территории находились большие хозяйственные постройки и вместительный гараж, куда он и поставил 3 свои машины. Его второй сын Эммануэль, 40 лет, творческая личность, который, насколько я помню, в то время перекрасил там входные ворота дома в психоделические цвета и создавал скульптуры из посудомоечных машин и прочего мусора. Если для вас его первый замок по-прежнему остается загадкой и местом, наполненным паранормальными явлениями, знайте, что та мельница, где жил наш писатель, полностью выгорела где-то в 2006-2007 году при странных обстоятельствах. И да, находилась она прямо у небольшой реки. Итак, это исторически значимая для города, где она находилась, мельница обратилась в дымящиеся руины из-за простого факта пожара, возникшего в центре матраса в одной из спален особняка. Страховая афера или возгорание по неосторожности. И как так получается, что все эти культурные места под его покровительством так стремительно ухудшаются в своем состоянии, и он живет в них как бездомный, а потом отправляется на поиски нового жилища, оставляя старое практически в руинах. Я бы даже сказал грубее. Все, к чему он прикасается, странным образом умирает. И сейчас здесь подключатся любители разговоров о сверхъестественном и будут рассказывать про разрушительную ауру нашего писателя. Хотя я бы все списал на простое невезение и криворукость оного. Я не знаю, умер ли этот джентльмен сегодня, в 2009 году, но вот то, что я хотел вам поведать, чтобы вы хоть немного представили, каким был этот уникальный человек, тайну которого вы пытаетесь разгадать. Да, все верно, вы действительно только что увидели несколько кадров из той самой мельницы. Узнав на форуме о ее существовании, мы, конечно же, сразу начали ее искать. И наши поиски увенчались успехом. Но когда мы приехали туда, нас ожидал сюрприз. Прямо на проселочной дороге, ведущей к мельнице, обосновались караваны цыганского табора. Нам тогда пришлось отступить от идеи посмотреть этот заброшенный дом. Но так как мы знаем, что цыгане долго не задерживаются на одном месте, мы вернулись сюда спустя несколько месяцев, и нам уже повезло. Табор уехал, но их мусор, сваленный в руинах мельницы и на подъезде к ней, остался. Энергия подземной реки, стремительно разливающейся по долине, еще с XVIII века использовалась огромным количеством водяных мельниц, выстроенных по ее берегам. С их помощью мололи зерно, изготавливали бумагу, использовали в суконном деле и так далее. Все эти мельницы в свое время заново вдохнули жизнь и сделали значимым маленький городок, где они находились, превратив его в один из ведущих городов в регионе. На мельнице, где оборудовал свое жилище наш писатель, когда-то давно изготавливали бумагу. Сейчас же, после разрушительного пожара, здесь остались только голые стены. Особо смотреть уже было нечего.
закончу еще двумя комментариями, оставленными здесь в 2010 и 2011 годах, из которых мы также сможем узнать некоторые детали о самом писателе и его замке. Для всех тех, кому интересно будет посмотреть историю поиска полностью и прочитать все неопубликованные сообщения, ниже под этим видео я оставлю ссылку на статью, где это все можно будет найти. Элиза, август 2010. Я только что прочитала все ваши сообщения здесь о Жероме К. и удивилась, как много людей считали его мертвым. Хотя сама я сегодня позвонила ему и проговорила с ним больше часа. Признаться честно, он очень меня заинтриговал. По телефону сообщил мне, что философ, общается с известными людьми, живет в замке, написал много книг и так далее. У меня сложилось впечатление, что я общаюсь с какой-то знаменитостью. Он хотел сотрудничать со мной, поэтому мне захотелось узнать о нем больше, и я пошла в интернет и наткнулась на ваш форум. Сначала мне показалось, что мы говорим о разных людях, но потом мое внимание привлекли два момента. Книга «Голубая устрица», которую вы нашли в его замке, и то, что вы сделали предположение, что он жил в Гвинее. Пока мы болтали с ним, я спросила, где могу прочитать его книги. Он сказал, что это, увы, уже невозможно, но их название мне сообщил, и устрица была в их числе. Во-вторых, по его словам, он прожил 14 лет в Африке, в том числе и в Гвинее. Но мне все же интересно, если этот человек великий философ, проводит семинары и преподает в лучших школах Парижа, то почему же его произведения, найденные в заброшенном замке, показались вам такими плохими? И почему ни один книжный магазин или библиотека его не знают? Вся эта история кажется мне довольно странной. Ришар, апрель 2011. Привет, вы просто смешны. Я прожил в этой деревне 18 лет. Жером К. мой друг и по совместительству владелец этого замка 19 века. Жером – академик и семиолог. Его жена – исследователь в научном центре. Я проводил с ними долгие увлекательные вечера, пока они тут жили. После их отъезда дом часто грабили, разрушали. Там даже нашли убежище такие персонажи, как наркоманы, алкоголики и девицы легкого поведения, водившие туда клиентов. Все в деревне об этом знали. И в первую очередь мэрия и полиция. Пожалуй, это были основные сообщения с того форума, и на них я остановлюсь. Дальше было еще несколько свидетельств о паранормальных явлениях, но здесь уже можно подвести итог. Писатель Жером К., которого долгие годы так много людей считало безумцем, скончавшимся в стенах своего страшного замка, на самом деле оказался жив. Да, еще и обладал так называемой разрушительной аурой, ну или можно сказать небрежностью, обратив в руины оба своих исторически значимых владения. Вот такая история получилась с этим особняком и его владельцем. Что стало с Жеромом сейчас и жив ли он до сих пор, мне неизвестно. Но его замок все так же стоит посреди окружающей его растительности, уснув глубоким сном, и ждет, когда новый хозяин снова вернет его к жизни. Надеюсь, этот эпизод вам понравился. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, ведь впереди нас ждет еще много новых заброшенных мест и историй их владельцев. Пока и до новых встреч!